Всем привет, народ! Сегодня у нас будет ролик по телеграм-боту CopyBomb, и по немногочисленным просьбам сегодня я буду снимать гайд, обзор, точнее, такой более глубокий гайд по игре CopyBomb, что тут нужно делать, что тут вообще есть, как тут развиваться и что происходит у нас здесь. Вот. А по какой причине? Так как это у нас разработчики Katizen, разработчики Bombi, и это у нас по типу второго сезона Bombi, что-то типа второго сезона Bombi, потому что игра почти идентичная. И мы с вами все тут ожидаем, все, кто меня смотрит, по крайней мере, ожидаем листинга Bombi, ожидаем airdропа. И в преддверии этого будет вот такой роличек, потому что, возможно, если CopyBomb, точнее Bombi у нас хорошо раздаст своей аудитории, особенно тем, кто донатил, сюда в CopyBomb поплывет новая аудитория, новый народ, кто на ФОМа будет залетать сюда, потому что, в Bombi я не играл, не донатил, а там люди заработали, сюда, скорее всего, тоже будет залетать новый народ, новая аудитория, если Bombi раздаст. Если не раздаст, видео тогда не нужно будет, и, соответственно, он просто так его снял, но все же для общего развития пойдет. Даже те, кто играл, возможно, тут еще не во всем разобрались. Я не являюсь тут мега каким-то мастером этой игры CopyBomb, не являюсь каким-то мега-стратегом, так что что-то здесь я могу упустить, что-то здесь я могу не досказать, так что в комментариях можете добавлять, и не надо меня обвинять в том, что я там ничего не понимаю, ничего не знаю, потому что если вы все знаете, то можете снять ролик, сделать свой YouTube-канал, выложить туда и наслаждаться зрителями, которые будут вас благодарить. Я снимаю все, что я понимаю, все, что я вижу, это мое видение, мой гайд по игре CopyBomb. Начинаем. Точнее, перед тем, как мы начнем, крайне не советую заходить в подобные телеграм-боты. Крайне не советую вносить сюда донаты. Не тратьте время свое, не тратьте деньги свои. Ничего хорошего вам это не принесет, здесь вы денег не заработаете, либо если даже заработаете, то заработаете не очень много, но потратите уйму времени. Так что давайте начинать. Игра CopyBomb. Это у нас сеттинг такой Bombi, где у нас есть герой в виде капибары, нашей боевой капибары, на своем скакуне, он появляется позже, где мы убиваем с вами таких мобов, монстриков всяких разных. Тут каких-то демонических рыцарей, големов и тому подобное. Убивая их, мы получаем, соответственно, внутриигровые поинты, которые потом будут конвертированы в токены этой игры. И получаем также опыт и тому подобное. Давайте идти по порядку. На главном экране рассказываю это для тех, кто еще ни разу не видел, кто хочет посмотреть, а кто уже видел, наслаждайтесь просто воспоминаниями. На главном экране у нас есть аватарочка нашего героя. Здесь у нас показывается наш текущий ранг, здесь показывается наш текущий уровень пройденного босса. Здесь мы можем менять свои скины, то есть ставить в руку нашего капибары определенное оружие. Меч, молот тут, топор и посох. Также здесь мы можем менять ему головной убор, здесь мы можем менять ему броню. Все это просто визуальные эффекты, которые ничего дополнительно не дают. Возможно, эти аксессуары потом нам что-то добавят, какие-то плюшечки процентом к атаке и тому подобное. Но пока этого ничего здесь и нету. Далее транспорт наш, то есть наш с вами, точнее скакун наш. Вот он скакун. Здесь потом появится такой скакун, но его, возможно, где-то нужно будет выбить, либо этот скин купить. И как было в Bombi, как они обещали, что за скины там в Bombi будут добавлять. Здесь, возможно, тоже будут добавлять к дропу что-то, но не факт. И аватарка наша, тут можем тоже выбирать какую угодно из того выбора, который у нас есть. Еще что у нас на основном экране. Здесь есть наш ID, получается, который мы можем копировать и принимать участие в конкурсах. Там бывают требования в конкурсах у Katizen, где нужно указать свой ID аккаунта, если вы принимаете в конкурсе участие по именно CopyBomb. Также здесь наше имя нашего телеграм-аккаунта, уровень наш и мощь нашего персонажа. Здесь мы можем подключиться к их телеграм-каналу и их к твиттер-аккаунту, убавлять, прибавлять звук, музыку и тому подобное. Идем далее. Также здесь указана наша мощь нашего персонажа. Из чего складывается мощь нашего персонажа? Из совокупности всех находящихся здесь предметов. То есть нашего снаряжения, нашего скакуна, наших навыков, то есть нашей магии. Из всей этой совокупности складывается мощь нашего персонажа. Далее под иконочкой у нас есть VIP. Это VIP-аккаунт, точнее не VIP-аккаунт, а это VIP-уровни, которые мы с вами можем получать. VIP-уровни у нас даются за то, что мы донатим в данную игру.
То есть чем больше мы донатим, тем больше наш VIP уровень. К сожалению, посмотреть здесь его нереально, сколько будет за тот или иной. Напишите в комментариях, у кого там какие большие уровни есть, сколько там чего дают. Но вот у меня, по крайней мере, сейчас на данный момент первый VIP. И за него дают за первый VIP плюс 1% к атаке, к защите и к хп нашего персонажа. На втором VIP это уже будет плюс 2%. Чтобы получить первый VIP, нужно совершить там небольшой донатик. Совсем небольшой, вы получаете первый VIP. Чтобы получить второй, нужно уже задонатить более $100. Ну, 100 USDT получается. Тогда вы получите второй VIP и соответствующие плюшки. Уровней здесь у нас довольно-таки много. То есть 15 максимальный уровень VIP, и там, скорее всего, насыпают очень-очень много. Также за каждый уровень VIP, что он вам дает, помимо вот этого бонуса к защите, атаки и ХП, он дает ежедневный бонус в виде золотых монеточек. А на, допустим, том же уже втором VIP к золотым монеточкам добавляется морковка. Морковка — это наш здесь основной и ресурс, можно его считать энергией. Энергией, за которую мы с вами тут сражаемся с мобами. По VIP все. Далее по верхней иконочке пойдем. Здесь у нас есть алмазы, диаманты, алмаз получается. Что они нам дают, вообще эти алмазы, и где мы их зарабатываем? Алмазы здесь нужны только для одной простой вещи. Это увеличивать уровень нашего аирдропа. Ну, точнее, предметов, которые у нас выпадают. То есть, чтобы улучшить наш предмет до следующего уровня, точнее, дроп, точнее, который выпадает из мобов нам, наш уровень наших предметов, нам нужно его повышать. Чтобы повышать его, требуется, во-первых, время, а во-вторых, для того, чтобы начать его повышать, требуются алмазы. На каждом уровне их становится все больше и больше и больше, и, соответственно, их нужно копить. Но сразу скажу, по опыту в бомбе, да, в начальных этапах это проблематично, их не хватает, нужно постоянно их зарабатывать, а где-то после уже там 7-8 уровня их становится очень много, то есть, ну, и заострять на них внимание даже не стоит, их хватает на все. И где зарабатываем мы, получается, эти самые алмазы? Мы их зарабатываем, вот, убивая наших мобиков, получается. Ну, нет у меня, давайте морковочку куплю, чтобы, ну, если что, показывать что-то где-то. Вот, убивая наших мобов, во-первых, нам выпадает шмот, да, а во-вторых, нам выпадает, вот, видите, полетели алмазы и опыт. За каждого убитого моба нам дают шмот какой-то определенный. Шансы выпадения вот здесь это зависит от уровня аирдроп ящика. Ну, не аирдроп ящика, а от уровня аирдропа шансы этого выпадения. И также нам дают эти самые алмазы и нам дают опыт, соответственно. Идем далее. Золотые монетки. Золотые монетки — это здесь, ну, внутриигровая, получается, валюта. Основная внутриигровая валюта, за которую мы здесь приобретаем дополнительные плюшечки в магазине. Эти золотые монеты мы добываем в заданиях, выполняя эти задания. Задания простейшие, например, в обычных, да, в премии, ну, в обычных, разовых, точнее, заданий пермоментных. Вот, это там подписаться на канал, да, там посмотреть какую-то новость, за нее вот дают золотые монеточки. Получается, такие пермоментные задания. И также ежедневные задания, по-моему, за них не дают золотые монетки. Нет, по-моему, только за донаты. Да, вот, нет, да, смотрите, 3 раза там выиграть в битве на арене, да, пригласить раз в день. То есть есть какие-то ежедневные задания, которые дают тоже золотые монеточки. Также золотые монеточки мы получаем вот с этого VIP, который нам здесь насыпает его ежедневно. И еще золотые монеточки мы получаем с билетов сезонных, но о них мы поговорим чуть попозже. И из фондов тоже нам, по-моему, падают золотые монетки, если не ошибаюсь, да. Ну, о фондах мы тоже поговорим чуть-чуточку попозже. Здесь вот с правой стороны это наш баланс тех самых поинтов копи-бомб, да, копи-бомб, поинтов копи-бомб, которые впоследствии будут конвертированы нам в токены этого проекта, который мы сможем получить на дропе и, соответственно, продать на листинге на бирже. Где мы зарабатываем все вот эти вот наши поинты. Также мы зарабатываем их в заданиях. Есть задания, за которые дают вот эти вот самые копи-бомбочки. Вот здесь, получается, в пермоментных заданиях, точнее в basic обычных заданиях дают те самые вот копи-бомбочки, point копи-бомб. Здесь простые задания, как подписаться на канал, присоединиться к чату и тому подобное. Далее мы получаем за боссов. Когда мы проходим боссов, соответственно, мы получаем тоже за это копи-бомбы. Еще копи-бомбы мы получаем на арене ежедневно.
когда на арене мы занимаем определенное место, мы получаем копибомбы. Также еженедельно, когда мы занимаем какое-то место определенное на арене за неделю, тоже получаем эти поинты копибомбы. Также копибомбы мы еще получаем, ну основной это у нас доход, это из ПК битв, то есть из арены, и из боссов. А еще мы получаем за наших с вами рефералов, не туда ткнул. За наших с вами рефералов мы тоже получаем, соответственно, копибомбы. Здесь 10% от друзей будут возвращены вам. Сколько заработают наши друзья, соответственно, 10% мы зарабатываем с каждого нашего активного друга. То есть, ну вот видите, на данный момент общий заработок мы уже 640 тысяч, то есть этих копибомбочек, это за реферальную систему 40 человек. Я вот не говорю, говорю людям, точнее, не заходить, люди заходят. Но это мои подписчики, которые меня как бы поддерживают. Ну и кто тоже принимает участие в копибомбе, стараются вот по моей реферальной ссылочке зайти. Большое им огромное спасибо. Но они фанаты, как бы я их не заставляю, да, они это делают добровольно. Вот, но по моей реферальной ссылочке знак благодарности за мой контент, вот. Так что вот эту вот часть я все равно заработал, ну, грубо говоря, половину своего баланса от реферальной системы. Вот, тем самым мы вот так зарабатываем здесь эти копибомбы. Идем дальше. По левой стороне у нас на основном экране здесь сезонные билеты. Что такое сезонные билеты? Ну, это такие мини-вип, премиум, точнее, покупочки, ну, не премиум покупочки, премиум аккаунты. Мини-премиум аккаунты, которые есть на 30 дней и есть сезонные на 90 дней, месячный и сезонный. Что дает нам месячный? Мы получаем при покупке единоразово, когда мы купили этот, получается, премиум, он стоил $5, по-моему, а сезонный 30, если не ошибаюсь, поправьте в комментариях. Вот, мы получаем 500 золотых монет единоразово при покупке. И также ежедневно по 100 вот, морковочек, которые нам и дают ту самую энергию сражаться с нашими мобами. И получаем плюс 2 раза для атаки в магической усадьбе, магия усадьба. Вот. Корявый перевод, конечно. Магическая усадьба, мы плюс 2 получаем в день. У меня 2 аккаунта. Вот на моем простом аккаунте, где у меня нет донатов, здесь у меня 5, получается, атак в день я могу совершать. Ну, не атак, повторов вот этих атак, чтобы заработать награды. По 5 в день, здесь у меня 9. Но у меня еще есть и сезонный аккаунт. Что дает сезонный аккаунт, точнее билет этот? Он единоразово дает при покупке 3000 золотых монет. И ежедневно, каждый день, он дает по 100 золотых монет и по 100 морковочек. То есть в течение 90 дней. Здесь в течение 30 дней, здесь в течение 90 дней. Также в чем плюс большой вот именно сезонной карты на 90 дней? Она дает 10 дополнительных лимитов, точнее, ну как слотов, лимитов восстановления. И также принимание участия в ПК-битвах, да, на арене дополнительно 10. То есть у вас же восстанавливается определенное время. И то есть у меня там, я перед сном трачу их 15, да, у меня даже до утра не восполняются они. То есть и как раз в плюс я в чем вижу вот этих дополнительных 10 лимитов. То есть когда вы перед сменой дня пытаетесь занять какое-то очень высокое место на арене в ПК-битвах, чтобы побольше копибомбочек получить по окончанию дня или там по окончанию недели, вот дополнительно 10 дает большой-большой плюс. Особенно, когда неделя закончилась, сбрасываются все достижения, и надо опять забираться туда наверх. Вот когда у вас по 15 очков, гораздо лучше, чем когда по 5. Вот. Также дают 20% опыта за первые 1000 морковочек. Ну, 1000, точнее, разборов снаряжения в день. То есть мы, получается, 1000 морковочек используем, за первую 1000 мы получаем на 20% больше опыта. Также максимальное число прогонов магической усадьбы плюс еще 2. То есть если 2 сезонных билета, как я говорил, у меня на том аккаунте 5, здесь у меня 9. Это 2 дал и это 2. И также награды за прогон магии усадьбы на 20% больше. То есть что такое прогон, мы тоже поговорим. Ну или давайте сейчас покажу прогон. Здесь мы, вступая в бой, не тратим вот эти самые прогоны, да, мы можем до бесконечности тыкать, пока не доходим до того, что мы не можем победить босса в магической усадьбе. То есть вот сейчас она платина первая застрял, я его не могу победить, но предыдущие каждый день мне дается вот 9 раз собрать вот эту вот награду 110, она изначально 100. Получается, у меня вот на 20% больше, либо она уже 110, да, я получаю на 20% больше, то есть 9 раз в день я могу вот эту кнопочку нажать, она стоит золото, то есть она не бесплатная, да, за золото я ее нажимаю, трачу золото и, соответственно, зарабатываю морковочки, ну, она же выгоднее, чем покупать в магазине, вот так скажу. И получается вот 9 раз в день, и у меня на 20% больше за каждый вот такой прогон, который я нажимаю, которых у меня 9 дано.
Вот такие плюшечки дают у нас, по сути, сезонные карты. Нужно ли их покупать? Нет, я не советую донатить, да. Но если вы все-таки донатите, сезонные и месячные карты, ну, в принципе, дают неплохие бонусы. То есть они дают неплохие бонусы, ну, и если задумываетесь все-таки вносить сюда донаты, то, ну, покупка этих карт, как бы, она хорошо влияет на игру и достижения. Дальше фонды. Фонды у нас из Бомби тоже перешли. Абсолютно все то же самое. Что такое фонд? Это дополнительные награды за прохождение определенных достижений, ну точнее, за достижения определенные в игре. Это у нас фонд уровневый. То есть мы здесь за каждый полученный уровень, соответственно, да, там у меня вот уже от 150 начинается, то есть, а до этого он начинается до 140, да. То есть по достижению каждого 10 уровня на 10 уровней, вот, мы получаем определенную награду. А она здесь есть бесплатная. Это вот по 20 золотых монеточек, да, каждый десяток уровней я получаю. Вот. А если приобрести этот фонд, он стоит $30, мы будем получать вот эти дополнительные награды за каждый тоже вот, ну, пройденные 10 уровней. Набранные, точнее, 10 уровней. Награды здесь очень-очень жирные, но и плата в $30. И, как я скажу, вот до 140 я его покупал, то есть до 140 он стоил $30, я его купил. Когда я перешел, все награды, точнее, собрал, как и здесь, вот, вы будете идти, собирать, да, дойдете до 270-го, получите эту награду, и все. Следующий фонд номер 3, нужно будет опять покупать, опять раз тратить $30. Следующее у нас фонд ускорителей. Здесь мы получаем за каждый уровень нашего аирдропа, нашего шмота точнее, вот, мы получаем также, соответственно, награды. Вот они есть также бесплатные и стоят $68, дополнительный фонд с дополнительными наградами. Здесь мы получаем вот эти вот ускорители, акселераторы, акселераторы, вот, которые ускоряют нам изучение нового уровня нашего аирдропа. Здесь он также стоит $68, но когда вы дойдете до какого-то, до 20 уровня, перейдете на ускоритель фонда 2. И его нужно будет заново покупать за $68. Идем далее. Этапный фонд. Здесь нам дают за прохождение боссов. Вот я сейчас нахожусь на этапе 5-15, да, и когда я перехожу этапы, опять же, кратно десяткам, вот, я получаю, соответственно, награды. Видите, здесь у меня куплен этот фонд, он стоил, по-моему, недорого, если не ошибаюсь. 30, ну нет, недорого, $30 он стоил. Вот, здесь мы получаем также морковку, золото дополнительное, то если он у меня куплен. Если нет, просто вот золотишечка немножечко. И вот бывают акселераторы. То есть, опять же, это первого уровня всего лишь навсего фонд. И когда я перескочу босса, да, там 9-20, у меня начнется все заново. Фонд номер 2 будет, и мне заново нужно будет его приобретать. Но вот здесь на начальных этапах, в принципе, плюшечки неплохие. Не советую донатить, да, но все-таки задумайтесь. Не все фонды, соответственно, нужно покупать, да. Как я лично думаю, вот морковочки здесь поначалу очень-очень нужны. Далее, как бы, ну, я не думаю, что особо с них будет там толк. Когда вы уже дойдете до 400, до 500 там уровня своего капибары, точнее, своей, там уже не особо, мне кажется, они будут сильно влиять, эти морковочки. На начальных уровнях, да, 600 морковок очень даже довольно-таки много. Что касается ускорителей, на начальных этапах они, да, хорошо тоже быстро ускоряют, но когда у вас уже 20 уровень этого аирдропа, да, когда у вас улучшение его идет там 1,5 месяца, вот эти вот 5, 10, там 20, 30, 40, погода вообще не сделает. На 5 минут каждый увеличивает. То есть даже если 100 штук, да, это 500 всего и там 8 часов из 48 дней, да, не особо там это все ускорится. Так что, ну, на начальных этапах тоже, возможно, стоит приобретать, а когда уже очень большие уровни, ну, не думаю. Все то же самое здесь и с этапным фондом, и все то же самое с фондом навыков. Что по фонду навыков, здесь мы получаем вот эти вот кувшинчики магические кувшинчики, как они правильно называются-то, манофлаконы, за которые мы изучаем, точнее, не изучаем, выбиваем наши навыки, нашу магию. Вот, поначалу тоже надо, потом, когда вы дойдете до красных, и уже вам не нужно будет их сильно там выбивать, ну, они тоже нафиг не нужны. Вот что касается по фондам. Если, ну, выбирать там по донату, да, и если вы там хотите донатить, то, ну, фонды на начальных этапах, там, ну, ближайшие там 100-200 уровней, в принципе, неплохо вам помогут. Далее, ну, не особо, наверное. Спускаемся еще ниже. Вот здесь есть у нас платина написано. Здесь у нас турнирная лидерборд, да, таблица наших лидеров, у кого сколько мощи на данный момент, допустим, вот на платиновом уровне. Есть у нас здесь лидеры, да, и также здесь нам дается таблица наград
за повышение рангов наших. Вот на платиновом ранге я сейчас нахожусь, да, когда до него дойдете, дают 5000 копибомбочек. Следовательно, на бриллиантом тут 10 и так далее. Уровней очень-очень много. Дойти до вечности, я не знаю, это вечность нужно. Но здесь дают сколько там, 8 миллионов. 8 миллионов наград. Здесь, то есть, можно посмотреть, на каком уровне находитесь, сколько вам еще пилить. И если сейчас здесь полистать, то у нас вот буквально на мастере уже есть народ, у которых там по 150 миллионов уже мощи. У меня, как вы видите, всего там около 2 миллионов. То есть народ очень много донатов вносит. Идем далее. Основной экран у нас. Здесь наша капибара. Нажимаем на любого из мобов, он его бьет, получает за это вот награду соответственно. Выскакивает у нас такое окошечко, здесь наше снаряжение, здесь мы видим, сколько оно дает. Это снаряжение вверху текущее, сколько у нас оно дает атаки, защиты и хп, которая одета на нас, и какие у нее есть дополнительные бонусы. И нижнее, это которое новое у нас выпало, то есть насколько меньше у него, показывается, что меньше, да, атака, защита и тому подобное, и плюшечки, которые дают дополнительные, тоже насколько меньше. То есть и здесь мы выбираем либо продать, либо оборудовать. Есть кнопка автопродажа, да, если когда мы оборудуем, он автоматически худшую продает. Здесь показывается, насколько уменьшится наша мощь, если мы это снаряжение поставим. Когда оно здесь зелененькое, плюс показывает, то есть, соответственно, дает больше мощи снаряжения и, соответственно, улучшает нас. Вот. Но здесь нужно смотреть не по вот этому показателю, насколько он лучше увеличит, точнее, нашу мощь или уменьшит, а насколько вот эти плюшечки дают всего, потому что есть очень много разных стратегий. Сегодня об этом не будем говорить, это очень длинная, сложная тема. Вот. Что по основному экрану? Постоянно тыкать пальцем здесь сложно. У нас есть посередине вот такая вот кнопочка, да, которую мы нажимаем, и наша капибара то же самое делает, но только уже самостоятельно, не нужно по этому большому экрану тыкать мышкой. И также вот здесь справа есть кнопочка, сразу по нижней панели пойдем. Это авто. Автоатака, она открывается, если не ошибаюсь, с 7-го, да, по-моему, с 7-го уровня аирдропа у нас. И мы здесь можем автоматически это все поставить. Здесь мы выбираем класс оборудования. Вот именно этот, смотрите, когда уровень аирдроп ящика определенный у нас есть шанс выпадения предметов. То есть, допустим, вот этот выпадает очень часто, он не особо нужный мне, да, и я вот ставлю, допустим, от D. От D, и вот у меня шанс выпадения D25, здесь ниже, и вот чуть-чуть маленько, да. То есть здесь мы выбираем, какой шмот он сразу продает, да, то есть ниже вот этого вот D, все, что меньше D, он продает сразу, даже нас об этом не оповещает. Идем далее, повышение боевой мощи. Здесь мы можем поставить галочку, либо убрать. Если у нас наше оборудование дает нам, поставим мы галочку с повышением боевой мощи, дает меньше боевой мощи, то есть она у нас входит в минус, но у нее очень много плюшек, он ее продаст, потому что она не дает нам повышения боевой мощи. Если мы оставляем галочку, он нам предлагает только то снаряжение, которое увеличивает нашу боевую мощь. Если мы не убираем ее, убираем точнее ее, у нас ее нету, то он нам будет предлагать выше вот этот и выше этих предметов, да, и с повышением также, и с понижением боевой мощи. Я оставляю эту галочку. Критерии отбора. Здесь мы можем выбирать любые бонусы, которые нам могут выпадать. То есть мы здесь можем выставить образно фильтр. Критический шанс, там, чтобы у нас выпадал, допустим, и игнорирование комбо. И он нам будет предлагать только те предметы, где есть критический шанс и игнорирование комбо. Остальные он будет сразу автоматически продавать. Для этого мы здесь ставим галочку, выбираем нужные нам параметры, и он будет нам предлагать только с этими параметрами предметы. Ну и, соответственно, если у вас галочка с боевой мощью стоит, то он будет предлагать только те предметы, у которых повышают вашу боевую мощь, у которых критерии отбора подходят, которые вы выбрали, и которые больше уровня вот этого. И здесь у нас есть скорость открытия. После 10 уровня можно по 2. Грубо говоря, убивая одного моба, нам 2 шмотки выпадает. Вот. И точнее, и 2 раза больше опыта, там, в 2 раза больше всего, чтобы быстрее образно проходить. Как раньше аирдроп ящики. То есть открывал по 1, по 2, по 3, по 4 в бомбе. Вот, здесь то же самое, с 10 уровня уже можно по 2, и далее там, если будете тыкать, увидите, допустим, с 3 уровня, по 3 уже штуки, с 12 уровня, да, там по 4 штуки, это с 17 уровня и так далее. Нажимаем, выбираем все параметры, нажимаем идти, и как видите, на экране, получается, наша капибара делает все самостоятельно, пока не потратит все морковки. Морковки она тратит по 2 штучки, потому что у меня сейчас стоит параметр по 2, вот видите, 2 убралось, и нам выпадает в 2 раза больше алмазов, 2 шмоточки, как вы видели, он там
там по экранчику. И вы видите, он мне не предлагает ничего одеть, потому что по моим параметрам не подходят те шмотки, которые выпали из мобов. Вот, когда нужная шмотка выпадет, он мне предложит на экране оборудовать ее или не оборудовать. Тем самым, ну, это немножечко как бы упрощает процесс. Вы включили и занимаетесь своими делами, поглядывая на экран, когда он вам предложил. То есть, когда он предложил, он останавливает весь бой, то есть все равно нужно подойти, тыкнуть ему, чтобы он оборудовал, либо продал, да, и дальше заниматься своими делами. Очень полезная штука. Давайте по нижней панели. Здесь у нас задания, они идут как бы по очереди. Нам нужно пройти, допустим, вот видите, уровень пропуска, то есть убить определенного босса. И далее будут задания там продать столько-то предметов, убить столько-то мобов, разобрать столько-то вещей и тому подобное. И потом доходит до следующего задания очередного, где нужно пройти очередной пропуск и ждет, пока мы до него не дойдем, пока его мы не пройдем. Тоже здесь морковочек по чуть-чуть маленечко, по 5, по 10 нам накидывает. С правой стороны это наши боссы. Вот уровень, видите, 5.15, на котором я застрял. За боссов дают, в принципе, хорошие награды, дают морковку, дают акселераторы, которые ускоряют наши airdrop ящички, и дают вот эти манофлаконы, за которые мы навыки с вами выбиваем. И копибомбочки наши. Поинты копибомба. Нажимая, ничего не тратится, никакие ни морковки, никакая ни энергия, никакие ни билеты, все. Здесь босса мы можем бить до бесконечности, пока не убьем. Дают нам здесь на это около 40 секунд. То есть за 40 секунд, если мы не смогли убить босса, и босс не смог нас убить, тоже, соответственно, мы все равно проиграли. Нам нужно в 40 секунд успевать победить босса. Ну, и все. По-другому никак, только победить. А если босс нас убьет, ну, соответственно, мы тоже проиграли. Вот сейчас на примере у меня, видите, получилось. Все, я прошел босса, получил эту награду. Следующий босс будет, соответственно, чуть-чуть посильнее. Награда будет потом с увеличением вот этих уровней, да, 5 вот у меня сейчас, и будет и награда становиться все больше и больше. И видите, как прошел, получается, пропуск, заработал морковку, 10 штучек дали, и теперь, видите, продать 10 единиц оборудования. За это дадут 1 билет на ПК-битву. Ну и потом будут всякие морковочки, там не морковочки. Вот такие вот простейшие задания. Внизу идем, шкала нашего уровня. Уровень нам повышается за то, что мы убиваем мобов, дают опыт, повышается уровень. Чем выше наш уровень, тем выше уровень шмоток, который нам выпадает с этих самых мобов. И чем выше наш уровень, соответственно, тем мы сильнее и становимся. И, соответственно, можем в ПК-битвах занимать лучшие места, ну и проходить, соответственно, боссов и вот эту вот всю дребедень в виде магической усадьбы, да, и подземельные рейды. Рейды, точнее, обычные даже. Да. Что далее? У нас есть здесь вот наш ранг, о котором мы говорили, сейчас платина. Платина дает мне 21% к плюсу, вторая платина, к атаке, защите и хп. На 21% она увеличивает все, что у меня есть из собранных мной предметов. Когда я перейду на третью платину, это будет уже 22%. Чтобы перейти нам на платину, нужно, ну, точнее, внутри ранга, по номерам рангов пройти и через ранги перепрыгнуть, то есть с платины там уже в мастера куда-то, гранд-мастер и тому подобное. Нужно выполнять вот эти задания, их всего 3 здесь. Обычно это задание, допустим, расходовать 350 морковок, пройти определенный пропуск и повысить уровень до определенного. Вот у меня нужно было до 35-го повысить, я нажимаю, повысил, получил золотишко. Вот здесь его тоже можно золотишко зарабатывать. И теперь мне осталось пройти уровень пропуска. Все. Здесь внизу, где расход у нас 350 морковок, иногда бывают задания, нужно достичь определенного уровня вот этого нашего аирдропа. Вот в бомбе на каких-то определенных уровнях, там уже 495, да, многие упирались в то, что не могут, не могут получить этого уровня аирдроп ящика, потому что он там открывается 40 с чем-то там дней, да, акселераторы стоят очень дорого, и их там берешь 100 штук, а это всего там 500 минуточек из 48 суток, вот. Так что заранее нужно вот заботиться. Получается, опыт бомбе, точнее, переносится немножко в капибару. То есть теперь можно здесь какие-то стратегии применять. Я вот стараюсь максимально улучшать вот этот аирдроп, уровень аирдропа. Нижняя панель, вот здесь у нас самая большая, это наши шмоточки. Они все разного уровня. Вот эти шмоточки, видите, они помечены значком. Это то, что отражается у нас на капибаре. То есть, что мы можем видеть, допустим, в ПК-битвах, когда мы нажмем, капибара у нас будет именно вот в таком, получается, точнее, мы можем поставить ей в руки шляпу эту, вот эту вот накидку, да, получается, и оружие в руки. Все, это визуальный эффект, который виден, получается, вот помечен он таким значком. Остальное все это не видно.
Здесь у нас 10, а точнее 12 предметов. Это оружие, которое держит наш капибара, шлем, образно говоря, ну это шапка здесь, это плащ, перчатки, это, по-моему, если не ошибаюсь, повязка, что ли, какая-то, ну, типа того, да, ожерелье, здесь дополнительное оружие, щит, пояс, броня, сапоги там и какой-то тоже, ну, предмет, что это у нас вообще? Наплечник, наплечник, а вот это тогда что? Это очки, супер, это повязка на глаз, одноглазая капибара. Вот, здесь уровень всех предметов зависит от уровня нашего героя, то есть выше 35-го может быть иногда, но не насильно. Вот, и чем выше наш уровень, тем уровень выше шмота, который мы выбиваем из мобов. И здесь вот по цвету они все разные, это и есть уровень нашего аирдроп ящика. Ну, не аирдроп ящика, уровень дропа. Вот, чем у нас выше, тем лучше нам шмотки выпадают вот шансом, да. То есть вот шанс выбить вот этот вот S со звездочкой 0,01%, то есть почти нереально, да. И вы видите, вот у меня их и нету. Есть вот такая просто голубенькая S-очка, да, у которой то шанс был 0,08, и вот он мне выпал один предмет. Ниже спускаемся. Вот он наш уровень дропа. Те самые акселераторы, 16 штучек, да, то есть мы их применяя, тем самым сокращаем время. Видите, время до обновления осталось 51 минута, все идет в реальном режиме. И получается, каждый раз будет увеличиваться это время. Там будет день, 2, потом 5 дней, потом 10, там 15, 30 и так далее. То есть с каждым разом все будет дольше, дольше, дольше. Здесь дают на 30 минут пропустить. Каждый, по-моему, если не ошибаюсь, несколько там часов можно поделиться ссылочкой и по игре ссылочкой поделиться и тем самым сократить время этого ожидания. По нижней самой панельке, что говорим? Здесь у нас вкладка, получается, в заданиях есть приглашенные друзья, делимся ссылкой и, соответственно, получаем 10% от копии, да, получается, от копибомб токенов этих, поинтов, да, наших друзей возвращаются нам. И 10% от покупок нашими друзьями вернется нам. То есть все, что покупается в магазине, в котором мы сейчас посмотрим, нам возвращается тоже золотыми монетками от наших друзей. Здесь задания есть перманентные, разовые, то есть выполнили и все. Такие вот, как вот, допустим, заклеймить бомб, да, получается, здесь посмотреть то, все, это в основном здесь задание, посмотреть какие-то новости из Катизена, Бомби, там, ну, вот вообще из всей вот этой экосистемы, и нам здесь золотишечко насыпают. Также есть обычные задания, присоединиться к тому, к всему, подписаться туда, сюда, вот. И есть задания ежедневные. Ежедневные задания почти всегда стандартные. Это перезаряжайся один раз в день, это значит просто внести донат. Мы один раз вносим донат, любой, вот, и нам за это дают 20 акселераторов. Также пополни на $10 ежедневно. То есть, если мы делаем донат ежедневно $10, каждый день за $10 нам будут давать по 100 морковок. То есть, внесли $10, получили 100 морковок. На следующий день опять внесли $10, получили 100 морковок. Войти в игру, за каждый вход в игру, ежедневно один раз мы получаем, вот морковочек, сколько здесь, 30 штучек. 30 штучек за вход в игру. Также расходовать 50 морковок. То есть, ну, мы 50 раз. Ну, у меня, получается, за раз 2 уже. То есть, мне 25 раз. То есть, 25 мобов, образно говоря, убил. А вам там, если вы еще не дошли до второго уровня у этого автоматического боя, да, то у вас 50 мобов убиваете. Соответственно, получаете вот эти манофлаконы. 10 штучек. Дальше 500 морковок израсходовать. То есть, у меня это 250 мобов убить. Там получаем 20. И 10, получается, 10, применить 10 вот этих манофлаконов, чтобы открыть 10 навыков, и мы за это тоже получаем здесь морковку. ПК-3. Что это? 3 раза принять участие в ПК-битвах ежедневно. И за это мы получаем золотые монетки. Пригласить один раз в день. То есть, если по вашей реферальной ссылке за день пришел хотя бы один человек, вы получаете 100 золотых монеток. А на следующий день нужно опять кого-то приглашать, чтобы он именно зашел по вашей реферальной ссылке. Не просто приглашение кинуть. А когда человек заходит, вам, соответственно, вот эту награду тоже дают. И поделиться ссылкой на копибомбу в чате. В чате, там, в личных сообщениях тоже дают за это морковку. Вот что по ежедневным заданиям. Внизу вкладочка роли. Здесь у нас есть наш транспорт, ну это наш скакун. Раньше, получается, у нас был в бомбе робот. Там нужно было выбивать дополнительные элементы, да, ставить, чтобы он сам что-то там искал. Все это было сложно. Они упростили этот процесс.
Здесь теперь мы набираем мяско, копим мяско. Плюс в магазинах мы можем покупать даже где-то, по-моему, в ПК-битвах есть. В ПК-битвах тоже есть ежедневно. Вот когда вы занимаете одно какое-то определенное место, вы получаете, соответственно, это еженедельные награды. Да, еженедельные награды. За раз в неделю вы получаете вот это вот мяско, за которым можно вашего скакуна развивать. Здесь еще дается вот такие вот голени. Голени нужны, чтобы уровень перескакивать. Сейчас покажу, что это такое. На следующий уровень мне, чтобы перескочить, у меня увеличится критическое отрицание, там дополнительные вот эти бонусы на следующий уровень. Но для этого мне нужно прокормить полностью вот именно этими маленькими кусочками моего скакуна. И когда он дойдет до определенного уровня, ранга точнее, мне нужны будут вот эти голени. За голень мы перескакиваем, получается, и заново начинаем кормить обычным мяском. Сейчас попробую вам, может быть, продемонстрировать. Хватает у меня? Нет, у меня кончились лимиты. Вот, получается, нам нужно и мяско, чтобы увеличивать внутри вот этот уровень нашего скакуна, и нужны голени, чтобы перескакивать этот уровень. И навыки наши. Навыки, как и были в бомбе, здесь это у нас магия, которую мы с вами применяем. И они здесь есть закрытые, чтобы их открыть, да, допустим. Здесь нужно, вот здесь переходите, нет, получить, вот здесь. У нас уровень, то есть когда мы применяем вот этот магический флакон, наш флакон, манофлакон, он дает нам, грубо говоря, одну единицу опыта. При помощи этого опыта мы увеличиваем уровень наших вот этих навыков, точнее шанс их выпадения. Чтобы выбивать самые редкие, видите, сейчас по нолям у меня, я их не могу выбивать. Мне нужно все больше и больше и больше применять этих флаконов, чтобы перескочить на четвертый. На четвертом мне даже оранжевый еще не будет выпадать, на пятом не будет выпадать, да, там, и уже на шестом даже не будет выпадать, на седьмом, на восьмом. Вот с девятого уже начинают пытаться выпадать оранжевые, и, по-моему, если не ошибаюсь, с 12 начинают выпадать красные. То есть нужно очень много максимально этих флаконов. Про что и говорю тоже, когда было это в бомбе, что там тоже эти навыки нужно было выбивать, чтобы красный получить, нужно было очень много вот этих книжечек там прочитать, да, и здесь у нас эти манофлаконы, то есть изначально их нужно много-много-много покупать, много-много-много тратить. Также тут нам дают бесплатно 3 штучки получить, и вот манофлаконы нажимаем, и рандомно нам выпадают с шансом вот эти наши умения, навыки. Навыки — это наша дополнительная атака, которую мы применяем в ПК-битвах, в битвах с боссами. И вот у меня уже одна фиолетовенькая есть. Мы здесь по своему усмотрению, по таймингу можем разно выставлять. Но все это тоже для другого ролика. Здесь как бы просто пока обзорный. Они у нас разные. Чем выше уровень, тем больше процентов от нашей атаки. Да, сколько атак у нашего героя. Вот здесь 317% от атаки нашего героя дополнительно наносит урон именно вот эта вот магия. Как она работает? Нажимаем проходить босса, и вот она внизу, можно отключить авто и щелкать это вручную, но автоматически, видите, наша капибара применяет магию, нанося большой урон боссу, врагу вашему, да, там, оппоненту в ПК-битвах, и в подземельях, да, там, и в магической усадьбе этой. И для чего нужна именно эта красная магия, их там всего 3 штучки, да, то есть поставить можно 3 оранжевых и 3 красных, потому что она там дает по 600 с чем-то процентов от вашей атаки, за применение свое, наносит урона. Соответственно, она самая такая топовая, и нужно ее выбивать. Вот, дальше идем данж. Здесь у нас ПК-битвы, здесь у нас магическая усадьба, которую я вам уже показал. Магическую усадьбу мы здесь бьем вот этого вот мыша рогатого с крыльями, да, и тем самым морковочку фармим, и вот когда мы его убиваем, нам дают еще немножко этих манофлаконов. Также подземелье, что по подземелью, здесь нам не то, что нужно убить, здесь нам дают награды за каждый раз, когда мы убиваем босса, точнее не то, что убиваем, а сколько мы нанесем урона. Видите, получается, мы нанесли энное количество урона, нам дали сундук. Следующее количество урона увеличивается. Мы опять его наносим, нам дают еще очередной сундук. И так далее, пока не закончится тайминг. Тайминг также дается 40 секунд. Здесь вас этот демон убить не сможет, да. Здесь просто нужно максимально ему наносить урона. Соответственно, максимально должна быть у вас атака, максимально должны быть вот эти поставлены все навыки, чтобы как можно больше ему за 40 секунд нанести урона. Тем самым как можно больше вот этих ящичков с него выбить, сундуков, и тем самым больше награды получить. Видите, получается, закончилось. 6 морковок мне дали, 23 золота, 2 этих акселератора и 1 манофлакон. Через сутки тут все сбросится. И вот эта вот награда от 1 до 12 сундука,
получается, она обновится. Мне сейчас дали только за последний сундук, который я там выбил, ну, который я смог перебить. То есть, если я, допустим, за сегодняшний день собрал с него 12 сундуков, да, всего 12 сундуков, то мне за первые 12 вот эти давать больше не будут. Будут только за последние 12 давать. Когда обновится день, сбросится все, мне будет и за первый, и за второй, и за третий, и за четвертый давать. То есть здесь даются, получается, мне сколько? По-моему, 3 попытки или 5 дается за день. И то есть можно чуть-чуть маленько с каждой последующей попытки тоже заработать. По ПК-битвам. Арена. На арене мы сражаемся между игроками, зарабатывая тем самым очки. За победу нам дают очки, за поражение отнимают очки. И чем больше у нас очков, тем больше мы места занимаем в рейтинге. Чем выше наше место, тем выше награды ежедневные. День заканчивается в 00:00 по UTC. То есть не сбрасывается, точнее, а выдаются награды. А вот в 00:00 по UTC какое место вы заняли, такую награду, соответственно, вы получили. Сейчас я нахожусь на вот этом ранге. И, не ранге, точнее, на вот этом месте в рейтинге. И мне, чтобы получить следующее, нужно 3083, да? Да, это у нас места будут от, если не ошибаюсь, от 2000 до 500 места. Вот если вы занимаете от 2000 до 500 места в этом промежутке, то вот награды соответственные. Это 40 вот этих ножек для того, чтобы наш транспорт перепрыгивал вот это вот 400 золотых монет и 170 тысяч монет копибомбы. И здесь это раз в неделю дают еще 30 дополнительного вот этого мяса, чтобы кормить нашего скакуна, 2000 золотых монет и 850 тысяч копибомбочек. Если я... давайте попробуем. Смотрите, у меня сейчас 3039, а мне надо, чтобы у меня было 3083. Если я наберу 3083 и больше, я перескочу за 500 место туда, где-то в топ от 500 до 300, да. И у меня награда увеличится. Здесь было 40, станет 50, здесь было 400, станет 500, здесь было 170, станет 360, да, если не ошибаюсь, да. И еженедельная награда тоже увеличится. По рангам. Здесь у нас есть ранги, есть топы. Можно посмотреть, кто на каком месте, сколько у кого этих очков. То есть приблизительно понимать, что если вы хотите попасть хотя бы в топ-3, да, то вам нужно набрать как минимум там 4000, 20 образно очков, и тогда вы попадете уже в топ-3 на данную секунду, вот пока есть это все. И есть записи, здесь показывается, кто на вас нападал, победили вы, либо проиграли. Если вы проиграли, вы можете отомстить, но для этого посмотреть сюда, да, сколько у него было мощи, надо поднакопить ее чуть-чуть, и можно отомстить. Нужно это или нет, могу подсказать лайфхак, как это делается, как некоторые люди это делают. Смотрите, вы переходите в свои навыки, вот сюда, снимаете все свои навыки буквально перед сном, если какой у вас промежуток времени, за несколько, 5-6 часов до окончания дня в 00 по UTC, да, и вас атакуют игроки очень слабые, так как у вас нет этих навыков, они вас побеждают, эти слабые игроки, и у вас здесь копятся вот в этой книжечке, копятся вот эти вот люди слабые, которые вас победили из-за того, что у вас не стояли навыки. И как раз, когда будет подходить время в 00:00 по UTC, вы сможете поставить обратно навыки и отомстить им, чтобы быстро-быстро-быстро пролететь туда вверх. Даже потому что чем вверху вы выше будете, тем враги ваши сильнее, вы не сможете их побеждать, чтобы куда-то туда перепрыгнуть. А тем самым зарабатывать эти очки и сможете перепрыгнуть. Перепрыгнуть очень быстренько, но вас потом оттуда сместят, но награду за то место вы получите. И, соответственно, здесь вот есть эта таблица, нажимаем на вопросик. Наград за то или иное место. То есть вот от 5000 до 10 тысяч это вот такая награда. Вот я сейчас нахожусь вот в этом промежутке от 500 до 1000, видите, даже ошибся чуть-чуть. Вот эта награда. Ну и соответственно за первое место там, мать моя женщина, сколько дают? 27 миллионов копибомбочек. И ежедневно дают такую награду этих копибомбочек. Представьте, у меня там 1 миллион всего, а там человек уже 27 раз больше в день получает. А это я за все время наколотил. Вот так вот, кто находится в топ-1. И магазин, последнее, все, что у нас осталось, это магазинчик наш. Здесь мы за золотые монетки можем приобретать ту или иную нужную нам вещь.
Морковочки, ежедневная распродажа, один раз в день нам дают, по дешевочке их купить. Далее лимит в день их тут даются 1000 штук, по 400, очень дорого, это всего что 100 штучек. На начальных этапах вот эти вот самоцветы, алмазы, диаманты за 100 золотых мы можем покупать, чтобы, ну, у нас там буквально будет 10 минут и следующий уровень. А у нас не хватает, потому что нам из монстров только это выпадает. Раз докупились, на начальных этапах можно за золото это покупать. Также акселераторы по 20 золотых изначально тоже можно их покупать, чтобы, ну, немножечко ускорять весь этот процесс изучения, ну, сокращать время изучения аирдропа, дропа. И ваучеры для арены. Ну, если у вас всего 5 дают, мне с 15 они не нужны, как бы, ну, если по 5 дают, там, ну, и в конце дня, чтобы успеть место какое-то хорошее занять, подкупать придется. Монофлаконы, соответственно, здесь тоже можно за золото покупать. И вот это вот мяско еженедельно здесь дают определенный лимит, за золото его можно брать. 240 стоит золото, по-моему, если не ошибаюсь. Энное там количество мяска, что-то там 20 или 40, что-то такое. Вот, ну, даются на неделю лимит. Когда исчерпаете, только в понедельник будет обновляться. И за наличные здесь можно покупать, соответственно, разные вещи. Смотрите, если вы играете с телефона, любые покупки здесь, ну это донат тот же самый, не советую это делать, он здесь проходит в звездах. Если вы хотите в крипте это все делать, в токенах Кэти 30% здесь также скидка и осталась, в Тоне, там, допустим, в USDT, да, то только с ПК-версии. Я вот сейчас схожусь с компьютера, да, и, соответственно, если сюда нажму, вот вылетает строчка. То есть $1 я могу в Кэти внести, ну, соответственно, это будет 70 центов, образно говоря, в Тоне, в USDT и в звездах. Если вы только с телефона, у вас будет только в звездах. Для этого нужно в ПК-версию обязательно переходить. Вот так вот сегодня был кратенький гайд. Надеюсь, рассказал все, что смог, поверхностно, как что здесь сделать. Ну и акценты, соответственно, сделаю я на что. Во-первых, мы тратим всегда эти морковочки. Чем быстрее зарабатываете уровень, тем лучше ваше место будет в арене. Ежедневно проходим усадьбу, ежедневно проходим подземельные рейды. И в ПК-битвах стараемся тоже занимать ежедневно какие-то места, чтобы зарабатывать поинты. И также ежедневно задания выполняем, потому что плюшечки дают. Все это халява, и желательно все это собирать. Вот так вот это образно, гайд приблизительный такой по игре, как что тут ставить, что нужно здесь делать, ну и вообще просто обзорчик общий по этой игре. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и, соответственно, если что-то упустил, тоже пишите в комментариях, будем в следующих роликах все это добавлять. Очень длинный ролик получился, но надеюсь, он будет информативный. Те, кто ни разу не видел, им этот ролик поможет. Пускай лежит как бы в плейлисте, лишним не будет. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.